Как можно дома легко и просто нарастить волосы? Технология наращивания волос с помощью лент не требует дополнительных материалов и может быть проведена дома. Как сделать качественное наращивание волос и как правильно наращивать волосы? С этим способом наращивания может справиться даже новичок. Прежде чем наращивать на человеке, можно потренироваться на манекене, и я покажу сам принцип, как приклеивать пряди. Наклеивать можно двумя способами. Сначала отделить тоненькую прядку, наклеить первую прядь сверху и потом прядь снизу. Или наоборот, сначала, как сейчас вы видите, сначала наклеиваем снизу одну прядку и вторую прядку сверху. С этим способом наращивания может справиться даже новичок. Первое, что нужно знать, это разделить хорошо на зоны. Здесь всего 3 зоны, 2 височные и 1 затылочная. И второе, главное, правильно делить на ряды. Все задаются вопросом, какое же наращивание волос лучше, холодное или горячее. Как мастер я считаю, что ленточное наращивание, оно самое безопасное, потому что происходит без термовоздействия на волосы. Между верхним и нижним рядом нужно пропускать 1 сантиметр волос, для того, чтобы не было склеивания. И в каждом ряду между прядями примерно 1 сантиметр должно быть расстояние. Обязательно. Вот посмотрите, как должно это все выглядеть. Вот. Сверху волосы накроют эти пряди, и совсем не будет видно мест крепления. На схеме видно, что наращивать пряди можно только до зеленой линии, иначе будут видны места крепления под волосами. Перед наращиванием можно покрасить волосы. Нужно вычесать весь старый клей, который остался с прошлого наращивания. Закалываем верхнюю часть головы, куда мы не будем наращивать волосы, и отделяем ровно первый пробор. Начинаем с затылочной зоны и наращиваем первую прядь. Аккуратно открепляем от пряди белую защитную бумажку, освобождаем клеящий слой и прикрепляем к волосам. Волосы должны быть только мытые, сухие, без всяких бальзамов и масел, чисто вымытые шампунем. Наращивание волос происходит путем наклеивания прядей на клейких лентах. Сначала мастер разделяет все волосы на несколько зон. Это 3 зоны, 2 височные и 1 затылочная. В каждой зоне к тонкой пряди натуральных волос приклеиваются 2 наращиваемые ленты сверху и снизу. Вся процедура занимает от 1 до 2 часов в зависимости от расторопности мастера, густоты волос и вида наращивания. Бывают ленточки тоненькие, бывают пошире, от 2 до 4 сантиметров. Также бывает еще и микронаращивание на лентах. 2 пряди нужно крепко прижать друг к другу. Наращивание происходит в шахматном порядке, и тогда пряди выглядят максимально натурально. Смотрите внимательно, вот кривая линия волос, на которую мы не наращиваем волосы. Иначе их будет видно под своими волосами, и это будет неэстетично. Вот еще раз посмотрите на схему наращивания. Розовым показано в шахматном порядке, как наращивать, и краевая линия зеленым. Когда вы начнете сами наращивать, вы поймете, какой способ вам более удобен. Или же сначала сверху прядь приклеивать, потом снизу, или наоборот, сначала снизу, а потом сверху. Так, вот так должно выглядеть после наращивания. Видите, в шахматном порядке. Сверху у нас волосы заколоты. Точно так же мы делаем другую височную зону. Вот почти что все готово. Краевая линия у нас не затронута. Вот, дальше продолжаем делать затылочную зону. Загибаем один ряд наверх и продолжаем наращивать.
Наращивание лент – процедура максимально щадящая для собственных локонов. Свои локоны оказываются между волосами наращенных прядей, поэтому становятся даже более защищенными от внешних негативных влияний мытья и укладки. Две пряди, приклеенные сверху и снизу, не сильно утяжеляют локоны и не создают большой нагрузки на луковицы, даже ослабленных волос. Поэтому, если у вас свои волосы тонкие, редкие, то смело покупайте волосы на лентах, покупайте скотч для волос для коррекции и смело наклеивайте себе ленточное наращивание. После того, как мы приклеили все пряди, нужно подстричь немного волосы, чтобы было ровно. И также можно выпрямить все утюжком. Вот такая красота у нас получилась. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Смотрите другие полезные видео по окрашиванию волос. Пока-пока.